Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что женщина должна почитать, уважать и ценить мужчину, что сейчас не наблюдается, сейчас наоборот тотальное неуважение к мужскому полу. И сегодня буду говорить об этой проблеме, поговорю сегодня о мизандрии, об этом термине, что он означает. И надо сказать, что и социологи говорят о том, что огромнейшая сейчас проблема действительно в этом мужененавистничестве, который распространяется и гуляет в обществе. Но мужчины прозревают, и мужчины говорят там: камрад, ну камрад как друг, товарищ, да, уважай себя. Не ведись ни на женские манипуляции, не играй ты в эти игры, которые хочет женщина. В любом случае, конечный итог, чтобы подчинить себе. Поэтому мужчины вот таким вот образом действуют. И надо сказать, что здесь, наверное, действительно настает такое время, но момент такой, что действительно много мужчин, которые уже поняли, что происходит, и действуют уже так: хорошо, я все понял, что ты хочешь, я на это не согласен, в общем, как там из песни, да, давай до свидания. Так что вот это вот давай до свидания, оно будет дальше касаться уже все больше и больше женщин. И это для мужчин уже не последняя буква в алфавите, да, я уже становится на первом месте. И женщины здесь тоже могут сказать, что это эгоистично, но я здесь не вижу эгоизма в тех реалиях, в которых сейчас мы живем, вполне себе обоснованное решение. Скажу сегодня про унижение мужчин и вот такие вот общие фразы, можно сказать, дежурные, да, когда вот женщина произносит их, и сразу все понятно. Вообще я хотела начать с того, что, знаете, я тут задумалась недавно, что у людей пропадает критическое мышление, а ведь оно очень важно. Оно порой может спасти от каких-то необдуманных поступков. И вообще критическое мышление позволяет как раз-таки, это некий фильтр в голове. Когда мы что-то слышим извне, да, какую-то информацию, как раз пропускается через наше это критическое мышление, и оно позволяет нам отобрать на что-то нужное для нас и что-то ненужное. Но по тому количеству женщин, по которым я сейчас вот могу определить, популярная фраза «cogito ergo sum», «я мыслю, значит я существую», она очень важна. Отсутствие критического мышления — это признак конформизма, то есть человек, который течет по течению. Мышление можно увидеть у многих женщин, которые как одна как-то вот действуют и мыслят одинаково. Знаете, вот иногда поведение женщин каких-то мне напоминает, я без никого не хочу обидеть, но вот приматов, которые просто копируют друг друга и делают все шаблонно. Сейчас вот можно выявить такой вот некий уже собирательный образ мужчины, который сформировался, самое главное, в сознании женщины. Просто тотальное неуважение, и я бы сказала, что просто уже на уровне того, что женщина презирает мужчину. То есть она королева, а мужчина это где-то там вот на дне, так где-то он там. Или когда женщина идет, а мужчина это просто как приложение такое к этой женщине. Ну, самая такая распространенная фраза — это то, что мужчина измельчал, выбирать не из кого, да, и то, что, можно сказать, страна уже держится на таких женщин сильных и независимых. На самом деле, если более глубоко смотреть и разбирать саму женщину, ее образ, то можно увидеть, что сейчас
ну, я не знаю, можно ли применить такое, выращивают, скажем так, да, сейчас воспитывают в кавычках женщин, которые зациклены просто на своей персоне и на то, чтобы ей было хорошо. А ведь мужчины многого не просят от женщины, ведь уважение это не так и много. Другой вопрос, конечно, что уважение нужно, что уважение просто так на ровном месте не появляется. А проблема в том, что уже вот эта вот модель семьи, когда мама главенствует, а папа такой, как из сказки Морозко, такой вот молчу, помните, когда он только хотел что-то сказать, она на него там посмотрит, жена его, и он сразу такой молчу, и весь фильм он молчу. Хотя вот он такой милый, мне всегда так нравился вот этот вот, ну, вот эта роль, мне всегда было такого жалко, но вот проблема в том, что таких семей очень много. И самое уязвимое место для людей — это семья, может быть, близкие люди, которые знают наши там слабые, да, какие-то места. И когда женщина начинает бить еще в эти места, таким образом мужчина просто даже в социуме может получать вот это вот тоже неуважение и так далее. То это сказывается, надо сказать, что это сказывается все. Поэтому если женщина своими руками берет и все нарушает, то работать это никак не будет. Давайте пробежимся просто вот по таким вот по неуважительным признакам, которые женщина демонстрирует. Но это сравнение с другими. Это очень частое явление, когда женщина начинает говорить: посмотри, и посмотри на себя, да, то есть настолько принижать. Еще такой вот признак, когда женщина так вот приказывает, причем делать это она может достаточно в такой вот истеричной манере, что просто невыносимо для мужчин, и женщина, думая, что вот она вот этими истериками может чего-то добиться, это большая ошибка для женщин. Мужчины просто хотят в этот момент куда-то провалиться, избежать, и ну, все больше и больше у мужчин появляется мнение о том, что они живут просто с какой-то истеричкой. И уважение, кстати говоря, к такой женщине тоже падает. Еще манипуляции, да, такие вот: я обиделась, например, губки надула, принцессу, его обиделась, поэтому он должен обязательно сейчас ее порадовать. А если он будет все выполнять, то она все равно будет недовольна, потому что мужчина ее, оказывается, слабый, он на все согласен, а ей хочется видеть сильного мужчину, да, вот это у мужчин просто, у них, как это, молодежь, говорит, башню срывает просто от того, что женщина хочет и не хочет, да, одновременно. В Древней Руси, если женщина не уважала мужчину, то такую женщину ждала порка. И я ни в коем случае, чтобы вы не подумали, там, что я прям вот за это там выступаю, нет. Но просто, может быть, тогда люди чуть больше знали чего-то, раз это было действенно, потому что, во-первых, тогда, если женщина проявляла неуважение, подключались в том числе и родственники, то есть это мог делать не только муж. Если женщина где-то там могла что-то на другого мужчину посмотреть, к примеру, да, или там, ну, как-то, в общем, не была, скажем так, покорной в каких-то там своих ипостасях, скажем так. Поэтому вот эта вот фраза, да, бьет, значит любит, она в каком смысле была? Она в том, что мужчина, значит, был обеспокоен в том, что происходит с семьей, то есть самому мужчине было не безразлично. Раньше женщин воспитывали так, что, во-первых, было уважение к своему папе, к отцу, да, и потом, соответственно, воспитывали, чтобы было уважение к своему мужчине. Это
все взаимосвязано. Но как вообще заведено в обществе сейчас? Это то, что мужчина должен беспрекословно просто добиваться женщину, как бы якобы она там не сопротивлялась, а мужчина должен стоять на своем, да, это тоже уже очень давно пошло, он так показывает свою силу, настойчивость, что он не отступит, она якобы такая вот Василиса Премудрая, да, такая вот, кажется, такая вся с положительными качествами, а мужчина, как Илья Муромец, должен там на амбразуру. То есть мужчина должен страдать по этой женщине, добиваться ее. И многих мужчин на самом деле такое положение унижает уже просто с самого начала. И мужчины задают вопрос, а почему, если ты интересна мне, я интересен тебе, если такое случается, да? Зачем все вот эти вот турниры, скажем так, устраивать, если можно просто нормально общаться. У женщин выходят такие качества, как покорность, кроткость и послушание, что и побуждает мужчин часто к действиям, но и в том числе, как женщины хотят, чтобы мужчины, к примеру, завоевывали, да, или проявляли интерес. Ну, вот такие качества привлекают мужчин. Но перехожу я к мизандрии, да, это, если просто говорить, это неприязнь к мужчинам. Мне кажется, на территории России преобладает такое женское царство. То есть мужчины по своему поведению, по отношению к женщинам еще остались в какой-то такой крестьянской семье, где нужно там помогать, там содержать и так далее. А женщины уже не живут в этой крестьянской семье. Какие должны быть изменения, чтобы в отношениях наступил порядок, скажем так, между мужчиной и женщиной? Ну, как я посвятила сегодня весь свой ролик этой теме, женщина должна научиться уважать мужчину. Это был первый момент. Второй момент, чтобы женщина не сравнивала ни с кем другим своего мужчину. Третий момент — это, например, когда решение последнее за мужчиной. Таким образом, мужчина будет понимать свою силу, да, в семье, в отношениях. Ну, например, когда женщина высказывает, когда мужчина и женщина делятся своим мнением, но вот это вот решающее слово за сильным мужчиной. Ну и последний пункт из такого краткого описания — это, наверное, к самим мужчинам. Вот мужчины сами говорят, что есть еще вот категория, которые такие непросвещенные, какие сейчас женщины, да, они еще верят очень наивно и искренне в любовь, поэтому как-то еще поддаются женщинам. Ну так вот, если женщина вас не принимает таким, какой вы есть, да, ломая вот этот вот стержень, а женщины, надо сказать, делают это очень ловко, то как из унесенных ветром, когда Скарлетт просила Ретта остаться, если кто смотрел, это известнейший фильм, когда она поняла, что она его любит, он сказал: извини, дорогая, мне уже наплевать. И ушел из ее жизни, да, ушел в закат, скажем так. Вот таким образом, да, то есть если женщина пытается сломать как-то, да, и вы это знаете, ну, вы понимаете это, да, то здесь, конечно, здесь вот такой вот момент важный. Без уважения к мужчине женщина не будет счастлива в отношениях или в семье. Поэтому уважение — это залог успеха, хороших, счастливых отношений. Поэтому в корне нужно менять ситуацию, женщине учиться этому. Всем спасибо большое за внимание. Увидимся уже завтра. До новых встреч. Пока.